Добрый вечер, дорогие друзья. Не прошло и 2 дней, как мы опубликовали прослушку из ЭВЛ, и весь мир увидел, что происходит внутри, на низших эшелонах власти. Как только что было опубликовано в интернете вторая аудиозапись. Теперь она касается предполагаемых соучастников убийства Романа Бондаренко. Лукашенко за последние 3 дня взял под личный контроль это убийство. Его личный контроль заключается в том, что расследование не должно даже начинаться, а все мемориалы, посвященные Роману, они теперь с его уст называются кладбищами и должны быть снесены в течение недели. На это будут брошены все силы и средства. Но это аудиозапись, это надо обсудить, это бомба. Лукашенко уже настолько, по-моему, стал уверен в своей победе, что он затопчет мирный протест и забьет его до конца, что вчера он осмелел и даже опять начал говорить в сторону России, что вы нас только агитируете за одновекторность. Мы хотим многовекторности, хотя прекрасно понимает, что абсолютно весь цивилизованный мир объяснил ему, что он о нем думает. И 80% населения 3-й месяц объясняет ему все, что он о нем думает. Ну, закончил он, как обычно, свою многовекторность. Вот дайте нам побольше плюшку, тогда мы ваши до гроба. Я вообще хотел снять сегодня ролик немножко о другом, поэтому чуть займу перед прослушкой ваше время. Я ловлю себя на мысли, что в диктаторских странах рассказывают людям, если они хотят просто честных выборов. Хочет Беларусь честных выборов? Они хотят развалить страну. Хочет Россия честных выборов? Они хотят развалить страну. Убили оппозиционера или какую-то личность, что там, что там. Все берется под личный контроль расследования. Никто никого никогда не находит. Немцова убили на мосту. Люди туда носили цветы. И чтобы это не стала сакральная жертва, мост каждую ночь чистили. То же самое происходит сейчас и в Беларуси. Убили Рому за ленточки, а в итоге забили. По аудиозаписи вы послушаете это. Но Лукашенко говорит... А что Лукашенко? Вы послушайте, что говорит, не хочу ругаться, человек в мундире из города Минска. Приходят какие-то вандалы, по-другому я никак это не назову, и начинают наносить какие-то надписи, что-то устанавливать непонятно, что шуметь. Как можно отдыхать в этот период времени? Люди возмущаются. А когда начинают нормальные граждане выходить и с ними выяснять отношения, возникают скандалы, возникают драки, это бытовуха. Вот такая ситуация у нас произошла, кстати, и на Червякова. Что эта товарищ скороговорка говорит? Соучастники убийства – это нормальные люди. Что это обычная бытовуха. Но опять же, никто ничего расследовать не собирается. По-моему, и бытовуху надо расследовать. Но здесь самое главное – убрать ленточки и венки, которые, по его словам, из-за простой бытовухи люди приносят и ставят. В каком-то городке сегодня дерево спилили, потому что там сделали мемориал Роману. Раз убрали цветы, 2 убрали цветы, флаги. Люди каждую ночь все равно приносят, оставляют. Они сегодня приехали, просто спилили дерево. Но я так думаю, в Беларуси деревьев может не остаться, потому что все равно каждое утро просыпаются, а вся страна в бело-красных флагах.
Там пропагандисты заявили, что их затравили, что их доводят до инфаркта, и все пропагандисты страдают, и уже там 6 человек намучилось. Но послушать то, что они несут, человек, не знаю, обычный, он может, ему стошнит. Человек, который уже привык на них смотреть и хочет понять, что они пытаются донести, но ему становится очень смешно. Во-первых, Белоруссия вчера заявила, что она выходит из консультаций Совета Европы по правам человека. То есть теперь на права человека она обращать внимания не будет. И оказывается, сегодня госпропаганда сказала, не, улыбнитесь, это надо послушать. И уже ничего не слышат. Никакие доводы, никакие аргументы. Не действуют исторические примеры, не действуют ошибки соседей. В голове идиотская смесь из ничего не значащего слова «демократия», бессмысленных мантр «права человека» и прочей западной опостылевшей жвачки «хоть кол на голове чеши». Этот колокол звонит по нам. Нет ни одной страны, которая после цветного переворота не пришла к краху. И сейчас шатают Беларусь. Запад, их спецслужбы, устами Тихановской объявили о начале террора против белорусского народа. Они хотят развязать у нас кровавую гражданскую войну. Отплясав на крови, устроив чудовищный по уровню лицемерия фарисейский шабаш, они хотят ввергнуть Беларусь в пучину братоубийства. Злобные сердца таких, как Бернар-Анри Леви, жаждут разрушить нашу страну. Но на каждую трупоедную падаль найдется свой гордый орел. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Ну, теперь, друзья, к самому главному. О этих людях на букву «Д» не будем, потому что сейчас переходим к самому главному. То, что вы сейчас услышите, это обсуждение двух, назовем пока корректно, возможных соучастников убийства Романа Бондаренко. Это тех, кого КГБ, личный контроль, просили не говорить, самозванца взят, но не могли найти, а люди в интернете уже быстро там по одежде, по курткам вычислили и опубликовали их фамилии, и все про них рассказали. Этим уже лицам, даже, по-моему, Литва запретила въезд на территорию своей страны. И здесь я прослушал 2 раза. Есть 2 версии. Одна. Это разговор, ну я так думаю, на 99% реальный. Кто его слил? Моя версия, наверное, на 70%. Это, скорее всего, кто-то из спецслужб внутри Беларуси, КГБ, который не может написать заявление об отставке, потому что его замучают в Окрестино по прошлому видео. Вы можете послушать, что там происходит. И он аккуратненько, так как следят за всеми внутри системы, чтобы, не дай бог, не было заговора, они прослушивают абсолютно всех. Можно подумать, что это спецслужбы каких-то западных стран, но не думаю, что они следили бы за чемпионами по боевым искусствам или за тренером хоккейного клуба. То, что больше шансов это сделать спецслужбам России, я тоже не исключаю, потому что можно им подлить масло в огонь. Шатать надо. Я думаю, что они пока тоже думают, расшатывать, не расшатывать. Официально поддержим, изнутри же можно подливать. Не зря ж Лукашенко вчера опять что-то там в сторону России дергался. Вторая версия, не исключено,
что могли сделать сами эти два соучастника, чтобы себя сбросить туда, в сторону ОМОНа, что это не мы. Они обсуждают, что они не при делах. Но я склоняюсь, что если внимательно слушать, такую постанову сделать, это надо быть великими артистами, не знаю, или сотрудниками театров каких-то. Они очень расслабленные, они спросонья, они обсуждают, куда что там увезли. То есть это еще утро, когда Романа, только отвезли, делали операцию. Там у них второй разговор, когда они уже пытаются выяснить, что же с этим парнем. Я верю, что это реально. А вы оставьте свои комментарии, мне интересно, как вы это оцениваете. Кто это сделал и насколько реален этот разговор. Я прошу прощения, там будет постоянно посторонний звук, нехта. Это они, так как обладают эксклюзивом, наложили на него. Спасибо им за такую информацию. Они все-таки монстр этой революции на самом деле. То, что на них завели дела, им же теперь и сбрасывают такую информацию. Не знаю, как завтра отреагирует власть, но они анонсировали постепенную подачу аудио прослушек, и у них их много. Драка пауков в банке начинается. Даже если они себя таким образом запустили, про себя такой фейк, выгораживают и стрелки переводят на ОМОН, это уже начало этой драки. А если это реальность, а я склоняюсь, это реальность, и она становится публичной, то сейчас пауки начнут пытаться соскочить и выбежать. И чем больше такой информации будет публичной, тем тяжелее будет диктатору забетонировать вокруг все бетонным забором и колючей проволокой. Все равно Беларусь победит. Давайте послушаем. Наля. Да. Ну, что там? Даже позвонил, он говорит, там, сейчас, Казакевич, кто это? Что? Там ничего? Наверное, да. Она там уже ездила, встречалась с кем-то, разговаривала, там они разбираются сейчас. Предупредила всех, что там, если что-то у нас не было, нельзя. То будут разбираться. Пускай разбираются, потому что я же тебе говорю, я тебе позвонил, потому что тогда качели начались, позвонил мне этот Саша, тогда это там он, не знаю, что такое выдает, я думаю, что за бред, бля. Ты же видел там, даже на видео есть, Да, просто там, то есть никого не вырубали, никого, все в сознании, за руки, за ноги он дергался, занесли в машину, оставили боя с ним, он еще там сказки рассказывал, что он там в 32-ке служил. Он говорит, в какой роте? Он говорит, в 3-й роте. А кто у тебя командиром был? Ой, не помню. А кто командиром бригады был? Это 7 лет назад было, я не помню. И все, и подъехали, за руки, за ноги, не хотел выходить, передали ОМОНу, блядь. А потом телефон, когда отдавали, тяж говорит, я видел, что там фонариком ему там подсвечивали, подмолаживали там. И как они могли его без сознания, блядь, передать, блядь, в РОВД, блядь. У него просто тупо даже не приняли бы его, сказали, везите его в больницу, да. А он мне тут звонит и говорит, а что вы с ним сделали, что вы нам его без сознания уже передали, блядь. Я, чего? Слушай, это понятно, вопрос поставлен так, чтобы снять ответственность. Если он выживет, все нормально будет, он расскажет, кто где его, когда и... Скажи, кто там? Кто из этих ребят, кто там был? То есть там их 3 было, который такой в очках или который такой
с которым Сергей толкался, нет? Которого приняли? Да, да, да. Не-не-не, он там с телефоном был тоже такой вот молодой. А, ну все, я понял. Ну там же есть на видео, где это, там же у нас Не, даже в да, группе да, есть. да. Ну. Ну просто там не видно его, он там сразу. Ну. Угу. Короче, не тот, с которым Сергей толкался. Не, тот, с которым Сергей толкался, он убежался. А, ну всё. Ну. Нет, тогда я понял, потому что я же там стоял, я же с ним разговаривал с тремя. Ну, когда там ругались, гавкались там. Я понял, кто тогда. Ну, я понял. Так а что там, какой у него там диагноз или что известно? ЧМТ вроде. А? ЧМТ. Чем это? Так что ему там трепанацию делали или что? Я не в курсе, так что операцию делают, да? Ну, я не знаю, ну, типа, сказали, что тяжелый. Ну, так а что они могли с ним сделать, что он такой тяжелый? Да? Ну, не знаю, ну, хуй, в машине все, что угодно, да. Там, ты знаешь, можно там, блядь, берцем в живот ударить, блядь, там разрыв селезенки, я не знаю, что еще можно. Нет, так разрыв селезенки понятно, тут ЧМТ. Надо было в автобусе бить ногами, лежа. Ну, то есть, видишь ли, ну, как бы ситуация такая, что ты же и сам видел, что то есть я подбежал, его свалил, то есть я его не вырубал, нихуя, блядь. Да, да, конечно. Ну, взяли за руки и за ноги, он дергался, блядь, и потянули, нахуй. Угу. ЧМТ это человек без сознания, нахуй, он бы сразу как тряпка был, блядь. Понятно. Нокаут, блядь. Ну ладно, хорошо, давай. Ну, разберутся, что, разберутся. Да, то, если будет там будут разбираться, да. Пока говорит, там, чтобы там нигде никакой информации. Не, это понятно, что он так. Не, ладно, слушай, так там у них Мне видео уже с утра уже 500 звонков было. Так там куча у них видео, если они все равно выкинут. Ну. Хорошо. Ладно, Дим, давай на связи. Ну, на связи. Сегодня увидимся же, да. Да, конечно. Давай. Далее. Дима, Да. скажи, а есть уже информация, там, где он, что, сделали операцию, не сделали, или там Не, надо? ничего не знаю. И даже где лежит, не знаешь? Не, ничего не Фамилия, имя, отчество знаешь? знаю. Тоже ничего не знаю. Как узнать, что слышь, я бы там позвонил, да хоть уточнил, да что с ним. Ну, знать, это, наверное, через этих, они же его сдавали, куда они сдавали, там, центральный или куда в РОВД. Ну, если начнем узнавать, то будет, Да. информация, да. Ну, я понял. Ну, смотри, если есть там как-то аккуратно возможность узнать, узнай, пожалуйста. Ну, даже не знаю, Дима, как. Хотя они, я думаю, даже и сами не знают, эти, которые сдавали. Да? Ну, возможно, да. Угу. Ну, ладно, тогда пока подождем, потом там. Ну, да. хорошо. Да. По мне, сыграть это очень сложно. Это реальный разговор. А это чем больше мы напишем своих версий, чем больше увидит людей. А чем больше увидит людей, ОМОН, либо участников пристрелят, какие-то эскадроны Лукашенко смерти, чтобы это не стало явным. Либо они сейчас побегут просить политического убежища, потому что погибнут. Они же понимают, что вокруг них кольцо сжимается. И власть понимает, что их нельзя оставлять живыми свидетелями. Это ОМОН. И вот с такого и начнется кирдык режиму Лукашенко. Живе Беларусь! Подписывайтесь, если смогли до конца досмотреть.